Уволят за час, забудут за день. Кто тебя действительно ценит? Каждые 6 секунд кого-то увольняют, а твои коллеги забудут тебя быстрее, чем тебе кажется. Реальный кейс: сотрудник Microsoft получил 20 лет стажа и письмо об увольнении за 1 минуту. В «Газпроме» пройдут массовые увольнения. А ты уверен, что твоя работа ценит тебя? Россия остается без врачей. За последние недели в СМИ целый ряд публикаций об увольнениях медиков из-за сокращения зарплат. Ты можешь отдать компании 5, 10, 15 лет своей жизни, но если завтра они решат, что ты не нужен, ты станешь никем, как будто тебя и не было в компании. Человек должен зарабатывать для компании минимум в 7 раз больше, чем получает зарплату. Сегодня разберем, кто тебя на самом деле ценит, а кто забудет быстрее, чем ты успеешь сказать «я уволен». Подписывайся на канал, давай разберемся вместе. Работодателю на тебя все равно. Пару кейсов. Кейс первый. Массовые увольнения в Google, Amazon и Disney. В 2023 году Google уволил 12 тысяч человек за 1 день, а Amazon 18 тысяч сотрудников одним письмом. Disney 7 тысяч человек одним решением. Все эти люди думали, что у них стабильная работа, лояльный коллектив и заботливая компания. Но что произошло после? Коллеги никто не вспоминает. Боссы даже не объяснили причин. Компания просто заменила их новыми. На твое место всегда найдут другого. Ты просто расходный материал. Второй кейс. Как уволили топ-менеджера после 20 лет работы? В 2022 году сотрудник Microsoft получил письмо об увольнении через автоматическую систему. 20 лет работы и даже звонка не было. Ты посвящаешь компании десятки лет, думая, что ты важен, а потом получаешь сухое письмо без объяснений. И теперь подумай, насколько ты важен для компании, если тебя могут просто удалить одним нажатием кнопки. Почему сотрудники посвящают себя компании, но остаются никому не нужными? Как это так, что ты можешь посвятить 10 лет своей карьеры компании, но она может избавиться от тебя меньше, чем за 1 минуту? Потому что люди лояльны компаниям, но компании не лояльны к людям. Как так получилось, что бизнес превратил людей в расходный материал? В 19 веке индустриализация сделала сотрудников заменяемыми. Люди больше не владели трудом. Теперь они работали на фабрике. Если человек уходил или заболевал, его заменяли новым. Впервые тогда люди стали человеческим ресурсом, который можно расходовать. А в 20 веке начались кризисы и корпоративная оптимизация. Великая депрессия в 30-х. Компании начали массово увольнять, чтобы выжить. В 70-е началась эпоха даунсайзинга. Увольнения стали стратегией управления. 2008 финансовый кризис. Миллионы людей уволены, но компании продолжили работать. Бизнес осознал, что сотрудники заменяемые, а значит, можно спокойно избавляться от них в любое время. Но почему компании не жалеют уволенных сотрудников? Потому что компании не привязаны к людям, они привязаны к прибыли. Если сотрудник не приносит достаточно денег, он становится ненужным. Если компанию спасет увольнение 100 человек, они сделают это без колебаний. Работодатели также используют эффект эмоционального якоря. Компании создают корпоративную семью, чтобы люди оставались дольше. Но как только бизнесу выгодно избавиться от сотрудника, он превращается в издержку. А люди ошибочно верят, что их ценят. Я проработал 10 лет, меня точно не уволят. Я важен для компании. Но в бизнесе незаменимых нет. Человек может любить компанию, но компания никогда не будет любить его в ответ. Кто пострадает от увольнения? Только сотрудник. А компания живет дальше. Она объявляет оптимизацию, нанимает новых сотрудников, повышает бонусы топ-менеджерам. А уволенный сотрудник теряет доход, теряет уверенность в будущем, теряет время, которое он вложил в работу. Увольнение разрушает жизнь сотрудника, но не как
не влияет на компанию. Реальные примеры массовых увольнений. Xsolla, 21 год. IT-компания уволила 150 человек, анализируя их активность. Людей уволили по алгоритму, без предупреждения. Работники жаловались, что их использовали и выбросили. Технологический сектор, 22-23 год. Google, Amazon, Meta, Microsoft. Десятки тысяч увольнений. Компании зарабатывали миллиарды долларов, но все равно увольняли. Почему? Чтобы повысить акционерную стоимость. Оптимизация здравоохранения. Россия, 2017 год. Массовые увольнения врачей. Больницы остались без кадров. И впоследствии ухудшение медицинского обслуживания, рост нагрузки на оставшихся врачей. Компании не уволят себя в убыток. Они уволят тебя. Но кто ж тебя действительно ценит? Кто не забудет завтра? Семья. Они поддержат тебя, даже если ты останешься без работы. Друзья, если они настоящие, им не важно, кем ты работаешь. И ты сам единственный человек, на которого ты можешь рассчитывать. Работа может заменить тебя, но можешь ли ты заменить себя? Что у тебя останется, если завтра твоего рабочего места больше не будет? Ты строишь свою жизнь на своем имени или на названии компании в своем резюме? А как защититься от увольнения? Первое. Наращивай личный бренд. Не компания делает тебя успешным, а ты сам. Второе. Не привязывай себя к одной компании. Никто не защитит тебя, если компания решит оптимизировать штат. Третье. Развивай нетворкинг. Полезные знакомства иногда спасают лучше любого резюме. Четвертое. Развивай навыки. Soft skills, hard skills. Чем больше у тебя компетенций, тем сложнее тебя заменить. Пятое. Держи финансовую подушку. Если тебя уволят, у тебя должно быть время на поиск новой работы. Шестое. Не верь обещаниям HR и руководства. Мы семья. Это просто выгодно компании. Коллеги не друзья. Компания не семья. И седьмое. Не бойся менять работу. Работодатель использует тебя, пока это ему выгодно. Так используй его в ответ. Ты не обязан быть верным компании. Она точно не будет верна тебе. Как ты думаешь, массовое увольнение – это неизбежность или системная ошибка? Напиши в комментариях. Давайте поговорим про феномен незаменимых сотрудников. Люди боятся увольнения, потому что думают, они важны. Правда в том, что незаменимых нет. Ты можешь быть самым крутым сотрудником, но компания заменит тебя за день. Примеры из шоу-бизнеса и знаменитостей. Кевин Спейси был звездой, а потом его просто вырезали из фильма и заменили другим актером. Джоан Роулинг создала Гарри Поттера, но фанаты ее просто отменили за одно высказывание. Даже у меня был такой кейс. В 2024 году просто компания сверху сказали: убираем регионального директора, и просто за один день ее убрали. Я тогда поняла, что если даже моего директора по щелчку могут уволить, то думаешь, меня, какого-то просто менеджера среднего звена, компания будет ценить? Нет. Просто там 7 начальников сверху меня, кто-то сверху скажет: все, оптимизируем алматинский офис, все, меня не станет. Поэтому тогда я и свалила из этой компании. Потому что если даже суперзвезд могут заменить, что говорить о простых офисных сотрудниках? Перейди, пожалуйста, в мой телеграм-канал, все по делу без лишнего. Работа – это всего лишь работа. Если она завтра исчезнет, что у тебя останется? Задайся этим вопросом. Ответь себе на эти вопросы. Если тебя уволят, как долго ты сможешь продержаться? Если завтра твое место займет другой, заметит ли кто-то разницу? И последнее. Ты строишь свою карьеру для себя или ради чужой выгоды? Давайте подведем итоги этого видео. Ты не центр вселенной компании, и никто не обязан заботиться о тебе, кроме тебя самого. И не нужно строить свою жизнь только на работе. Строй ее на себе. Работа забудет тебя быстрее, чем ты думаешь, но ты сам единственный, кто не должен себя забывать. Пишите в комментариях свои истории, давайте обсуждать. И последнее. Идеалы либо реальность? Что же выберете вы?